Я не могу заниматься вообще музыкой сейчас. Просто такое творится безобразие, такая подлость и такая неправда со стороны России, что просто как-то нужно что-то делать и музыкантам, а не только там говорить, что-то делать. Должно быть волонтерство и музыкальное тоже, с точки зрения, то, что я занимаюсь там родом музыки, так называемой классической. А что такое классическая музыка? Музыка истины и правды. Если это правда, если те, которые занимаются этой музыкой, они действительно не просто присосались к Бетховену, там, этому, как Гергиев там, и другие халуи, которые поддерживают эту неправду в Москве. Так что лицо России – европейское лицо, и это лицо и есть подарок России. А вот то, что они предлагают, вот этот православный фашизм, какие-то испитые физиономии, тут кресты и с автоматами – это не лицо России, это черносотенная Россия. Россия, когда она отказывалась от европейского вектора, она терпела жуткие беды. Вот черносотенцы, это же перед фашизмом. Это фашисты, по сути. По сути, да. Еще это и не было. Ведь они виноваты тоже в развале империи, потому что они, во-первых, сотрудничала охранка с ними, устраивали погромы эти еврейские, там, под предлогом, что это вот православие там, и так далее. Вот это вот черносотенцы сейчас и пришли к власти с этими своими дурными этими идеями. Становится ясным сейчас, как мы мало ценим мирное время и как хрупка цивилизация со всей своей мощью. Значение малого увеличивается, потому что величие, оно опирается на малое. Если малое правдивое, то и величие правдивое. Есть тенденция, чтобы все русское как бы презирать, это есть великая русская культура. А великая русская культура, которая завоевала мир, и музыка, там, и живопись, так если посмотреть на судьбы этих людей и в Советском Союзе, и в империи царской, так, как правило, часто эти представители были в оппозиции к власти. Из-за Путина погибли десятки людей с той стороны его и наших, а он себе улыбается, шутит. Это говорит о полном утрате нравственного какого-то даже воображения человека. Путин откровенно это террорист, это международный террорист, типа Бен Ладена, только в 1000 раз мощнее. И вот это нужно его объявить, в ООН, объявить международным террористом. За ним гоняться, как загонялись за Бен Ладеном. А если бы у Путина, например, оторвало ногу там, или руку, как бы он себя чувствовал? А так вот, а там отрывает руки, и он себе улыбается. А если бы его дочь погибла под какими-то снарядами, как гибнут у нас эти самые жители, что бы он тогда делал? То есть у этих идиотов, которые взобрались наверх вершины, у них не хватает элементарного воображения. Это ты же должен понять, что ты такой же человек, как и простой солдат. И убийство что солдата, что президента – это катастрофа всемирная катастрофа, потому что убивает неважно, уничтожается образ и подобие Бога. Это Библия. Где же вы? Вы же христиане, а вы в Библии вы что, не читали это? Или вы не согласны с этим? Вот это, все это христианство лоб, оно ничего не стоит. Вот это должна быть пункт главный, а все остальное от него идет. А если вы это нарушаете, то грош цена вашим христианству, вашим церквам. Какому-то пакостнику типа Путина как-то не имется. Надо что-то затевать. И опять начинается. И получается, для того, чтобы эту пакость, и никакой Бог не остановит, потому что не знаю, что тут такое. А Бог останавливает только тогда, когда миллионы людей, жертвуя собой, прекращают эту пакость. Как это прекратили они фашизм, это миллионы людей должны были пожертвовать собой, прекратив это. И я удивляюсь русскому обществу. Что же это вы верите негодяям, которые захватили власть, которые... Этот же Путин, он весь в крови, притом собственных граждан. Вспомните, как освобождали детей
Беслане. Вспомните, как освобождали в Москве. Вспомните, как не давал доступа до этого подводной лодки. А где все его противники? Всех поубиты. Где Немцов под Кремлем, который доказывал, что есть русские войска? Взяли и убили. Что это? Думаете, это что, инициатива этих самых чеченцев? Да кто же этому поверит? Ведь чеченскую войну прекратил Лебедь. Прекратил это. Война прекращена была. Начали взрывы домов, и под влиянием этих взрывов домов накачали это, что надо понимаете, элементарно, это такая элементарная подлость, которая, в общем, не стыкуется. Зачем чеченцам было взрывать дома, когда они победили? Понимаете, ну, это же очевидная подлость, очевидная. Он взрывал 2 дома, потом в Воронеже поймали их, что они там опять с песком этим самым, и это мир все видел. Правитель говорит, что я защищаю свою страну на чужой территории, так это же ложь, это же очевидная ложь. И армия что не покорно идет на вот это выполнять, значит, в такой армии, которая там, у нее нет вот этого воинской чести, она нарушает присягу, которую она дала своей стране. А не то, что она лезет в чужую территорию и там защищает интересы России. Интересы России в России. Да, армия это создана для каждой страны по необходимости. И Лао Цзы сказал, что армия это бедствие, и правитель применяет его только тогда, когда его к этому принуждают. И победу нельзя торжествовать, потому что нельзя радоваться убийству людей. Это Лао Цзы, это не христианин. Освобождение заложников точно такое же, как детей погубили, а туда ехала Политковская освобождать, ее притравили в самолете. А потом в итоге, как подводную лодку пригубили, хотя могли бы спасти, потому что там сразу были, ну, норвежские эти самые, могли бы спасти. Он угробил их. В Украине русский мир процветал. У меня даже есть издание «Сковороды» русского мира, переведенное это в 2 таких. Кто вам мешал? Никто же русских не преследовал. Это же все вранье, понимаете? Если преследование заключается в что не сделали русский язык вторым государственным, так а почему вы не сделали украинский в России? Украинцев там очень много миллионов. Или татарский. Или почему, допустим, этот самый где-то во Франции не сделать турецкий вторым. Есть правила, титульная нация, народ, вот, никто же русские не преследовал, там могли на русском месте. Это же все высунуто, это не просто, это подлость. Путин говорит, американцы. А где бы вы сидели? Сталин сидел бы в тундре без американской помощи. Что, забыли это? Я был пацаном, когда малым, и семья была обычная, и мы полгода на американских этих самых выживали. Что же это? А вы говорите, что американцы все мутят воду. Это вы мутите воду все время. И это еще Чаадаев в своих письмах, он говорил, это, в философских письмах, черт знает, это 200 лет назад, что, наверное, что вот в России вот существует вот такая вот какая-то странная ситуация, и он говорит, что, может быть, Россия призвана дать какой-то чудовищный урок миру.